На оживленных улицах маленького городка бродячий пес по кличке Бадди стал местной легендой из-за крайне необычной привычки. Каждый день, словно по расписанию, Бадди подбегал к магазинчику мистера Дженкинса, бережно держа в зубах осенний листик. Горожане с изумлением наблюдали, как пес дарит свой странный подарок мистеру Дженкинсу, радостно виляя хвостом. Однако мистер Дженкинс, человек строгий и всегда занятой торговой рутиной, просто прогонял Бадди прочь. Он был озадачен действиями пса, но не придавал этому значения. Все изменилось после случайного разговора с клиентом. Когда Бадди в очередной раз зашел в магазин с листом, покупатель у кассы рассмеялся. Заметив недоумение владельца, он рассказал, что слышал, будто эта собака посещала и другие магазины по соседству. Оказалось, умный пес пытался обменять лист на еду, подражая покупателям с деньгами. К сожалению, никто из владельцев никогда не кормил его, так как дела шли неважно, и бедный пес уходил голодным, продолжая отчаянную борьбу за выживание. Это откровение глубоко поразило мистера Дженкинса. Оставшись один, Дженкинс подошел к полкам с зоотоварами. Он выбрал банки корма и печенья, поставив их за прилавок в ожидании следующего дня. Утром, когда показалась знакомая фигура, клиенты приготовились к тому, что собаку прогонят. Но реакция мистера Дженкинса удивила всех. Он с улыбкой попросил впустить гостя, вышел из-за прилавка и предложил псу угощение. Бадди подошел с опаской, но затем жадно принялся есть. С этого дня визиты стали доброй традицией. Шерсть Бадди заблестела, он прибавил в весе, а жители городка с удовольствием наблюдали за его преображением. Однажды вечером, закрывая магазин, Дженкинс заметил Бадди, сидящего у двери. Было необычно видеть собаку в это время суток. Бадди смотрел на него с настойчивостью, всем видом показывая, что хочет куда-то его отвезти. Заинтригованный мужчина решил последовать за ним. Они миновали спящие дома и направились к окраине города. Когда Бадди повел его к лесу, стало совсем темно. Лес выглядел мрачным, ветви деревьев переплетались, создавая пугающие тени. Несмотря на чувство тревоги, Дженкинс продолжал идти, восхищаясь чутьем пса, который уверенно прокладывал путь вглубь чащи. Спустя время блуждания звуки прервал тихий лай. Дженкинс пошел на звук, пока не вышел к старому сараю. Включив фонарик, он толкнул скрипучую дверь и шагнул в затхлую темноту. Луч света выхватил из мрака Бадди. Пес отчаянно скреб лапами и скулил возле изодранного брезента в углу. Дженкинс подошел ближе и решительно откинул ткань. От того, что он увидел, у него перехватило дыхание. Под укрытием, тесно прижавшись друг к другу, лежал выводок крошечных брошенных щенков. Их жалобное поскуливание разрывало сердце. Стало ясно, ради кого Бадди пытался выменить еду. Потрясенный открытием, Дженкинс позвонил в полицию, а затем бросился обратно в магазин. Вскоре он вернулся, неся тяжелую сумку с теплыми одеялами, водой и мягким кормом. Пока он бережно укутывал и кормил малышей, прибыли сотрудники службы контроля за животными. Спасатели аккуратно переложили щенков в ящики и увезли в безопасное место. Мистер Дженкинс забрал одного щенка себе, обретя верного друга, а для остальных помог найти семьи. Бадди же остался свободным бродягой. Он по-прежнему навещает магазины с листиком, но теперь его везде встречают с радостью и вкусной едой.